Приветствую вас всех, уважаемые садоводы и огородники моего канала. Надеюсь, у вас в огороде хорошо, а у меня постучалась беда. Как видите, у меня появился вредитель свеклы. Кто это такая? Это свекольная муха. Сюда она откладывает свои личинки, и, как видите, личинки едят листву свеклы. Маленькая серая мушка встречается повсеместно, за исключением северных районов. Она напоминает простую домашнюю муху, но меньше размером 7-8 мм. За лето обычно развивается два поколения мухи. Первая вылетает в конце апреля или начале мая, вторая в конце июля или в начале августа. Активно размножается на посадках свеклы влажным летом. За лето самка делает 2-4 яйцекладки. Ее плодовитость доходит до 100 яиц. Из них вылупляются личинки, которые выгрузают в мякоти свекольных листьев тонкие ходы. Ботва краснеет, пузырится и частично отмирает. А всходы на стадии первых настоящих листьев обычно погибают. Яйцекладки и личинки обычно находятся под низом листовой пластины. При малом количестве вредителя применяют ручное уничтожение. Не менее важно вовремя убирать все сорняки с грядок. Сильно зараженные растения удаляют с корнем и выносят за пределы участка. Если муха успела расплодиться, прибегают к химобработкам. Я сегодня хотел приступить к опрыскиванию, но, наверное, все-таки завтра, так как у меня погода пасмурная и всего скорее по прогнозу будет дождь. Поэтому переносим опрыскивание на завтра, но вам покажу все от А до Я. Вот моя грядка, откуда я пересаживал свеклу в ту грядку. То есть здесь у меня свекла, посаженная семенами. Но здесь у меня состояние свеклы намного лучше. Повреждено буквально 5-6 листочков, а там намного больше. Хотя расстояние между небольшими этими грядками всего лишь 5 метров. Какими химическими препаратами можно воспользоваться против гусениц свекольной мухи? Сумитионум, кинфосом, искры золотой, калипсо, протеус, конфидор, макси, кинфос. Из биопрепаратов подойдет бетоксибациллин, лепидоцит, гаупсин. Пока выговорил все названия этих препаратов, чуть язык не сломал. Если вы у себя на грядке увидите вот такие листья поврежденные, знайте, что это свекольная муха отложила сюда свои личинки. И необходимо обязательно обезвредить этих гусениц. Решил я вам показать все-таки саму эту гусеницу. Вот, как видите, под пленкой листа, то есть у нас идет одна пленка, потом сам лист и потом вторая пленка. И вот между этими пленками вот эта гусеница ест лист нашей свеклы. Сейчас я ее вот постараюсь разорвать. Вот у меня получилось. И вот она сама гусеница. Вот можете ее посмотреть, как она выглядит. Ну уж извините, конечно, за неприятный видеоматериал, но, к сожалению, врага надо знать в лицо, как говорится. Если у кого-то слабое зрение, вот решил показать вам крупным планом эту гусеницу, которая вредит нашей свекле. Обрабатывать свою свеклу я буду проверенным препаратом бетоксибациллин. Старайтесь при покупке обращать на дату выпуска. Чем свежее препарат, тем, конечно, он эффективнее. Разводится этот препарат очень просто. Нам потребуется 40-50 грамм на 10 литров воды. Так как у меня упаковка, как видите, на 15 грамм, то я 15 грамм развожу на 3 литра воды. Я буду сразу использовать 2 пакетика, потому что мне одного просто-напросто не хватит. В ведре я уже приготовил 6 литров воды. Теперь открываем пакетики, высыпаем сюда. И необходимо тщательно, хорошенько все это перемешать, чтобы полностью этот препарат растворился в воде. Этим препаратом я пользуюсь уже не первый год. Он проверенный на гусеницах, на капусте, работает 100%. Так же, как и с листьями капусты, для листьев свеклы нам необходимо, конечно же, использовать прилипатель. Я буду использовать покупной липосам. Вы же можете использовать зеленое мыло или хозяйственное мыло. Тут уже на ваше усмотрение. Я просто привык уже пользоваться прилипателем. Он эффективный.
Значит, нам потребуются прилипатели 1 мл на 1 литр воды. Прилипателя можно увеличить в 2 раза, тогда прилипаемость увеличится, конечно, в разы. Битоксибациллин у меня готов, и теперь необходимо его перелить в опрыскиватель. Я советую вам, рекомендую настоятельно воспользоваться марлей, для того, чтобы у нас лучше работал опрыскиватель и не попадались никакие частицы порошка. Опрыскиватель у меня заправлен, и теперь начинаем обработку. Обрабатываем как с наружной стороны листа, так и с внутренней. Стараемся обработать все тщательно и аккуратно. Опрыскивание свеклы от вредителей проводим, как всегда, либо в утренние, либо в вечерние часы или в пасмурную погоду. Смотрите, как вам удобнее. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.